В декабре 2018 года мы с Гришей и Тимофейкой переехали в Словению. Это огромное и радостное для нас событие, мы долго этого ждали и долго готовились к переезду. Это было нашей давней большой мечтой. Но сегодня я хочу рассказать не о переезде, а о месте, в котором мы жили последние 8 лет в России. За это время оно стало для нас домом, а мы стали в нем семьей. Хотя поначалу привыкнуть к нему было непросто, но еще сложнее попрощаться в конце. Поэтому сегодня я расскажу вам историю об одной квартирке на окраине Москвы. Итак, давайте вернемся в самое начало. В 2010 году нам с Гришей было по 20 лет, мы учились на 3-м курсе института и все лето очень много работали. Мы снимали все, фотографировали и снимали на видео свадьбы, праздники в школах, корпоративные ролики. Тем же летом нам посчастливилось снять моноспектакль нашей любимой балерины Ани Кобловой по школе для дураков Саши Соколова. А здесь я снимаю пикник афиши 2010 года. Да, даже и такое было. В общем, работали мы как взрослые, а на заработанные деньги купили свой первый компьютер мечты для монтажа, как взрослые, свою камеру мечты 5D Mark II и поехали отдыхать в Болгарию. Мы впервые арендовали машину, Гриш только что получил права, мы побывали на море и в горах, объехали на ней чуть ли не всю страну и почувствовали себя, совсем взрослыми. А после этих 10 дней вместе мы уже просто не смогли разъехаться по разным домам. И Гриша стал жить с нами, с родителями в однокомнатной квартире и спать на кухне. Компьютер переехал на кухонный стол, чтобы я могла монтировать рядом с Гришей днем, а по вечерам играть в World of Warcraft. Так мы жили 2 месяца. Надо сказать, что мои родители самые терпеливые и любящие люди в мире, потому что всего полгода назад я притащила нашу однушку одноглазую кошку, при том, что у нас уже жило 2 котов, а теперь я привожу еще и малознакомого оператора Гришу. Спасибо, мама и папа, все это действительно было не зря. Итак, вернемся к нашей истории. Конечно, все это время мы искали отдельную квартиру, чтобы жить там вдвоем, а потом в нашей жизни внезапно появилась она. Поздравь меня, я только что привез 6 из гаража. И так мы встретились с ней. Знакомьтесь, это Гертруда, женщина с мужским лицом. Мне кажется, что Гертруда стала для нас таким первым совместным домом на колесах, а за следующие 4 года она стала для нас и вовсе частью семьи. Куда она нас только не завозила. И вскоре после появления Гертруды нам позвонила Гришина мама и предложила посмотреть квартиру ее давней подруги, ученой-биолога. И 2 октября 2010 года мы впервые приехали в совершенно незнакомую для нас квартиру. Нам показали 2 комнаты для нас, а еще одна была для хозяйки, которая будет приезжать каждую осень из Магадана на 2 месяца в году. Квартира была частично отремонтирована, в ней была старая кухня с загадочным запахом, в ванной комнате не было раковины, а на обоих были букетики из 4 цветочков. Там не было почти ни одной розетки, прикрученной к стене, и в основном все они лежали на полу или на подоконнике и периодически искрились. Мы все внимательно осмотрели, сфотографировали и были очень рады согласиться на все условия, потому что поняли, что будем наконец-то жить вместе. При этом мы думали, что поживем здесь не больше года, а потом уж точно найдем себе какую-нибудь симпатичную квартирку с белыми стенами. Спустя 1,5 месяца мы поехали в Икею, купили необходимые базовые вещи и диван-бединги, и 13 декабря впервые остались в квартире. Грише было 20, а мне 21. Так мы встретили новый 2011 год. Вместе. На самом деле, тот год я помню эпизодами. Помню, что квартира нуждалась в бесконечном ремонте, как я боялась этого подъезда. Помню, как по утрам мы постоянно нежились с нашей кошкой Лесей, самой певучей кошкой в мире. Помню, как Леся любовалась в окно на дворового кота Персика. Помню, как я беспрерывно монтировала днями и ночами, и вся жизнь превратилась в какой-то один большой монтаж. И с этим антирежимом я начала постоянно болеть. Был период, когда я несколько недель сидела на баночке детского питания, у меня слетел гормональный фон. Тогда я поправилась на 10 килограмм, а потом похудела на те же 10 килограмм. Я перестала снимать курсовые работы для института или делала их плохо, потому что просто не было сил.
И главное, что я помню то, как сильно я скучала по родителям и по нашей маленькой квартирке, и то, что я совсем не чувствовала себя дома здесь. Я старалась сделать что-то с этим ощущением, стала наполнять квартиру разными детальками, создавать наш маленький мирок, делать бумажных журавликов, но до ощущения дома было еще, конечно, очень далеко, как до того, чтобы избавиться от кучи лишних вещей, которые мы зачем-то хранили. Еще я помню, какой был праздник, когда мы общими усилиями с родителями сделали ремонт на кухне, и она стала нашим любимым местом. Тогда же я полюбила готовить, изучать новые специи, и тогда даже попробовала начать вести кулинарный блог, просто потому что перестала верить, что еще смогу снимать кино. Главное, что и в этот запутанный год было несколько самых счастливых моментов в моей жизни. Мы собирали пазлы, встречали гостей, фотографировались в импровизированной домашней студии. Например, тогда я подсадила Гришу на свою любимую традицию. С 13 лет я смотрела почти все фильмы, номинированные на Оскар, а потом смотрела трансляцию церемонии ночью в прямом эфире. Так, днем мы ездили учиться в институт или на съемки, вечерами монтировали, а ночами смотрели кино, сидя на диване, который стоял посередине комнаты. В тот год мы посмотрели «Король говорит», «Начало», «Железную хватку», «Черный лебедь», «Детки в порядке», «Социальную сеть» и «Валентинку» или «Blue Valentine». Песни из этого фильма мы до сих пор считаем нашей песней. А еще именно в тот год, 13 июля, мы стали женихом и невестой. В конце года мы побывали на Крите, и там у моря в маленькой Ханье встретили наши будущие обручальные кольца. Потом мы вернулись домой, всю осень сами делали ремонт в ванной комнате и снова много работали, съемки, монтаж, монтаж, а после у нас получилось на неделю уехать в рождественскую Германию. И в то время меня не оставляло восхищение от того, насколько мир большой и разный, и как было бы интересно пожить в разных его уголках. — 27 декабря мы вернулись домой, а потом был Новый год. Тот год, когда мы окончили институт и поженились. Вот и Гриня. У меня усы недобритые, Катя, перестань. Это я. Угу. Это... Что у нас тут есть? Это чемодан. Чемодан, вместе с которым мы поедем в Вену на собственную свадьбу. Чемодан, к которому нас привела цепочка случайностей и закономерностей, рассказ о которых совершенно не имеет смысла. Главное, что в итоге мы решили, что если у Гриши получится оформить все документы, значит поедем в Австрию и поженимся там. Если нет, то просто распишемся в Москве без свадьбы и поедем в путешествие. Мы получили точное подтверждение из Венской ратуши за месяц и собрали этот самый чемодан, чтобы уехать в Вену на 10 дней и вернуться в нашу квартирку уже мужем и женой. В общем, мы сидим на дорожку. На этой руке кое-что изменится. И на этой тоже. Накладывали особых ожиданий на день свадьбы и не думали, что он будет одним из лучших дней нашей жизни. Но он таким стал. А потом мы вернулись домой и по просьбе хозяйки квартиры стали менять в квартире все окна и все двери. И так наша сказка продолжилась новым сказочным ремонтом.
Потом наступила осень, и наша Леся приболела. А мы поняли, что и в этом году тоже не переедем в квартиру с белыми стенами. В один день мы поехали в Икею за мелочами, а там увидели нашу комнату мечты. И поняли, что живем мы здесь сейчас, и мы хотим такую комнату прямо сейчас. И так началось наше новое ремонтное приключение. Прощайте, обои с 4 цветочками. Мы занимались ремонтом до конца года, а 30 декабря снова поехали в Икею, уже за новым чехлом для дивана бединги и за мебелью в нашу белую комнату, с полным ощущением того, что завтра Новый год. Конечно же, мы ничего не успели собрать, оставили все в коробках и уехали отмечать к родителям. А потом был Новый год и потрясающая праздничная неделя. Помыла окно, положила ламинат, заштукатурила стены, переобила диван. А я помню этот комод еще деревом. Маленькой худощавой пихтой. А теперь она стала комодом. 5 января, а наша елочка почти собрана. Это действительно была очень душевная неделя, нам не хотелось выходить из дома, мы обживались в новой комнате, смотрели «Звездную пыль», все части Шрека и ледникового периода, завтракали банановым хлебом прямо в постели, а потом, видимо, решили, что скучаем по ремонту, но обустраивать большую комнату не было смысла, поэтому не оставалось ничего, кроме как перекрасить коридор в цвет Тиффани. О да, красить было прекрасно. Весь остальной год продолжился так же классно, как и начался. Мы встречались с друзьями, много работали и много путешествовали. Летом мы с родителями побывали в Амстердаме и Париже, где я подстриглась под мальчика и исполнила самую заветную мечту детства. Мы в Диснее, мы в Диснее, мы в Диснее, мы в Диснее. В августе мы поехали на море в Турцию, отдыхали, купались, ели фрукты и уже начали читать очень важные для нас книги. После вернулись домой и продолжили наше обустройство. В этот раз пришла очередь балкона. Еще в начале года мы поняли, что мечтаем о ребенке так, как никогда раньше. Но беременность не наступала уже несколько месяцев, и, видимо, в какой-то момент гормоны взяли верх, и волей случая в тот год у нас все-таки появился малыш, даже без ведома Гриши. Леся была, мягко говоря, недовольна появлением котенка, но вскоре приняла его при условии, что он согласится на рабство. И так в нашей жизни появился Кевин, наш любимый кот Чистюля с разумом голубя. Прикладываться к пледу мамки на грудь стало его любимым занятием с самого первого дня и плотно стало частью его личности. В декабре мы поставили елку, и так у Кевина появилась еще одна любимая традиция.
И потом был Новый год. Он начался с простой домашней жизни. Кевин постоянно проводил время с Лесей, я занималась разбором всех вещей, и мы сделали новую доску визуализации. Нашими главными мечтами были беременность и наш малыш, путешествие в Нью-Йорк и машины. Потому что ездить с ребенком на Гертруде было бы, конечно, весело, но небезопасно. Мы очень ждали весны, и наконец-то она началась. А потом еще через месяца полтора началась настоящая, моя любимая дождливая весна. А в один день Гриша приехал на ней. Так наша Гертруда осталась в прошлом. А в будущем нас ждала выплата долга за новую машину Монику, Гришин первый забег и один летний вечер, когда Гриша пришел домой, а я сказала ему, что нашла онлайн-курс «Финансовая трансформация», прошла несколько бесплатных уроков, и это именно то, что нам нужно. Особенно сильно из этих пробных уроков на меня повлияло задание, где нужно было прописать все свои крупные задачи и дела за последние полгода и осознать, приведет ли это к твоим целям или просто является осуществлением чужих целей. Все, что я могла вспомнить, это бесконечный монтаж по заказу. И это только забирало у меня энергию, а четких целей у нас не было вовсе, поэтому нам точно нужно было что-то менять. Гриша меня поддержал, и так мы попали на тренинг к Илье. И тогда на тренинге я поставила цель, на которую не могла решиться уже 2 года – создать свой YouTube-канал. При этом я даже не знала, что мне снимать, внутри была какая-то пустота, поэтому для того, чтобы начать хоть с чего-нибудь, я начала с простых рецептов еды, которой я тогда питалась, чтобы поправить здоровье. И даже снимая такие простые, но мои видео, я чувствовала, как становлюсь все более счастливым человеком, потому что беременность по-прежнему не наступала уже 1,5 года, и создание видео просто не давало мне отчаиваться и дарило силы. Потом наступило 31 декабря, я напекла имбирных печенек, мы, как всегда, собрались и поехали к родителям. А потом был Новый год, тот год, когда все изменилось. События того года пролетели один за другим. Письмо от Google с подтверждением аккаунта на YouTube, традиционный ежегодный просмотр любимого Оскара, погашение долга за машину, появление значимой для меня книги, которая помогла начать восстанавливать гормональный фон. Потом было еще одно путешествие из детских мечт в потрясающий Нью-Йорк, занятие хуппингом в парке Горького и фото- и видеосъемка, которую устроили нам наши друзья. Мы с Гришей думали, что фотографируемся вдвоем, но на самом деле тогда нас было уже 3.
наша не наша квартирка стала свидетелем начала нашей самой счастливой главы. А потом был Новый год. Год, когда все продолжило меняться, и после тихо затаилось в ожидании чуда. А потом появился ты, Тимофейка. Еще что сегодня? Сегодня вышла новая серия «Игры престолов». Да, какая радость, да. А потом пришел день, когда мы впервые прилетели в Словению и поняли, что хотим здесь остаться. Мы вернулись домой, и тогда, в августе 2016 года, уже знали, что переедем в Словению. Хотя тогда мы даже и представить не могли, как когда к этому придем. Тима, какой там красивый закат, да? Вот такой закат. Тогда осенью я решила осуществить одну мою давнюю идею. У меня будет свой магазинчик с кристаллами и минералами. Итак, инвестировав в общей сложности 28 тысяч рублей, у нас появилась атмосфера. 2 месяца я плотно занималась сайтом, и в конце года магазин со штатом в 1,5 сотрудника начал свою работу. Так наша не наша квартирка стала еще интернет-магазином. Тем временем Тима подрастал, уже не помещался на своем пеленальном столике и постоянно говорил о загадочной Лёле. Лё-лё-лё. В те же дни он начал ползать, и мы подумали, что он растет так быстро, что завтра он может уже сам пойти гулять, а вернуться домой уже с Лёлей. В общем, мы видели, что сын растет, и вне зависимости от того, когда мы переедем, нам нужно больше места для того, чтобы жить и работать из дома. И так мы решили преобразовать большую комнату. Так, наша не наша квартира со старой мебелью и безнадежно пыльным ковролином превратилась в ту самую квартирку с белыми стенами. А потом был Новый год. Год, когда нового было очень много, и многое происходило в первый раз. Первый раз без отдыха в новогодние праздники и работы над магазином с 1 января. Первый раз, когда я не была беременна, но весело, как во время беременности. Первые вечера за просмотром кино в новой комнате. Первый раз, когда мы не подготовились к Оскару и намеренно не стали его смотреть. Первые шаги нашего Тимофейки, первый день рождения, первый торт.
Первая прогулка в настоящей обуви. Первый бег по коридору. Первые прятки. Первое желание фотографировать. Первое занятие на блэкролле. Первые посиделки в раковине. Первая реакция на имя мамы. Катя. Первые эмоции на нашу работу. Первые танцы. Первые пробы игры на синтезаторе. Первое желание помогать. Первое путешествие в Хельсинки. Первое кормление чаек и первое выгорание. Потому что я постоянно что-то делала, я перестала отдыхать, и все свободное от Тимы время я отдавала магазину. Тогда же был первый день, когда у меня не было никаких желаний, первый нервный срыв и первые действия к выходу из выгорания. Первое путешествие на море в Хорватию, где у меня впервые получилось по-настоящему отдохнуть. Первый показ первого фильма. Первое разрешение себе ничего не делать, а просто хорошо проводить время с сыном. Первая совместная сборка и наряжение елки. Первый самостоятельный выбор одежды. Первое желание приготовить смузи. Первые попытки сказать слово «папа». Первый раз, когда вы с Кевином повалили елку. Первый снег, на который ты не мог насмотреться. А потом был Новый год. И последний раз, когда мы встретили его в этой квартире. Когда мы уехали в эту квартиру, мы только и думали, как бы поскорее из нее уехать. Но за эти 8 лет произошло столько всего, мы так сильно изменили это место, мы сами очень изменились. Родился Тима, и здесь прошли его первые 2,5 года. И теперь мы не просто чувствовали это место своим домом, мы забыли о том, что эта квартира не наша и никогда и не станет. И даже вне зависимости от нашего переезда в Словению, в какой-то момент нам пришлось бы из нее уехать. Да, Кевин, и вам с мамулей тоже. В начале года я приняла решение, что нам нужно найти для нашего интернет-магазина новых хозяев. Расставаться было сложно, я очень любила атмосферу, но еще сложнее идти не по своему пути. Так в марте для атмосферы нашлись новые потрясающие владелицы, 2 сестры, Таня и Настя, которые с тех пор сделали ее еще в 1000 раз качественнее, интереснее, расширили ассортимент, и вот уже 1,5 года продолжают наполнять ее любовью и красотой. Тогда я почувствовала, как у меня появляется свободное время и желание вернуть Тиме счастливую маму, а самой, в принципе, вспомнить, кто я. И я начала мой первый эксперимент – улыбка, а в апреле 12 недель счастья. Тогда я стала ходить на утренние прогулки, и это был момент абсолютного принятия места, где я живу, таким, какое оно есть, и меня самой в нем. В мае 2018 года мы попробовали организовать фото-видео-тур в Словению, но группа не набралась, а билеты мы уже купили. Так наша поездка осуществилась почти случайно. Мы ехали и думали, что если получится начать оформление переезда, значит получится. Если нет, мы не расстроимся, потому что тогда я уже ясно понимала, что счастье не зависит от внешних обстоятельств. Но, конечно, Словения была все так же прекрасна, нас тянуло туда совершенно необъяснимо какой-то большой внутренней силой, словно это место когда-то очень давно уже было нашим домом, но мы об этом почему-то забыли. И, видимо, это было неспроста, потому что внезапно все сошлось, и документы у нас приняли. Мы вернулись домой с ясным ощущением, что скоро нам из него уезжать. Мы постоянно делаем что-то в последний раз, и в большинстве случаев мы даже этого не знаем, но сделали и сделали. Но в тот период пришли дни у нас дома, когда я понимала, что все, что я здесь делаю, каждое действие я делаю в последний раз. И все, что мне хотелось, это просто запомнить эти моменты. Запомнить и попрощаться. И что самое интересное, попрощаемся мы именно в тот день, что мы впервые приехали сюда. Гриш, на какое число ты взял билеты в Словению? На 2 октября.
2 октября. Почему этот дом так важен для меня? Наверное, потому что это то место, где я стала счастливой, где я научилась быть благодарной и от этого счастливой. Я понимаю, что выгляжу очень сентиментальной, особенно для тех, кто не привязывался к какому-либо месту так сильно. Но мне было сложно уезжать не столько из места, сколько из нашей атмосферы, нашей энергетики, которой здесь пропитано абсолютно все. Это наше время здесь, и оно останется с нами навсегда. Но жизнь состоит из перемен, и пора двигаться дальше. В конце сентября мы попрощались с нашей машинкой Моникой. Может быть, это не очень нормально так привязываться к машинам, но они с Гертрудой стали нам 2 надежными друзьями, с которыми связано очень много историй и воспоминаний. Конечно, я здесь совсем не говорю о сложности в расставании с родными и друзьями, это слишком затрагивает частную жизнь других людей, но скажу, что это, конечно, было сложнее всего. Накануне нашей предпоследней ночи дома со мной произошел эффект моего последнего звонка. Тогда я выплакала все слезы по прошлому, а потом полностью отпустила. Так и в ту ночь я очень много плакала. Но наступило утро, и начиная с него у меня не было грусти, а только интерес и трепет от будущих перемен. Все вещи были собраны. Мы еще раз посидели вместе на диване Бединге, а потом уехали к родителям.
На следующий день Гриша улетел в Любляну, а мы остались на 2 месяца в Москве ждать документов на воссоединение. Ой, сладкий. Я еще могла 3 недели приезжать в квартиру, чтобы поработать, но она уже была пустой и совсем другой. Это были странные ощущения, словно ты приходишь к старому другу, а он уже не тот. Он изменился, и ты его почти не узнаешь. Гриша приехал к нам на неделю в конце октября, чтобы забрать Любляну, Кевина с Лесей. Тогда мы были в нашей не нашей квартире в последний раз. Так мы попрощались. А 14 декабря 2018 года мы вместе с Гришей и Тимой сели в самолет, чтобы улететь в Любляну. Там нас ждали Кевин с Лесей уже в другой, совсем незнакомой для нас квартире. Первые недели мы обустраивались, собирали мебель, готовились к Оскару, впервые пошли в кино вместе с Тимой и, конечно, много гуляли по зимней Любляне. И тогда я вспомнила, как во время самой первой прогулки по центру в 2016 году мы зашли в один магазинчик и увидели табличку с надписью «Дом там, где сердце». И теперь я как никогда чувствую, что это именно так. Вспоминая квартиру в Москве, я понимаю, что это место стало для нас таким особенным не столько потому, что оно стало для нас домом, а потому что именно в нем за эти 8 лет домом стали мы сами. А потом был Новый год.